Привет всем хорошим людям! Добро пожаловать на канал Custom Truck. Друзья, третья серия. Третья серия, посвященная нашему газончику. Часть третья, как угодно называйте, но это уже серьезный этап. Мы достаточно глубоко занырнем в этой серии. Мы уже подготовились к тому, чтобы вести раму на пескоструй. Вам я, как обычно, хочу пожелать приятного просмотра. Огромное всем спасибо за поддержку в комментариях. Очень, конечно, приятно почитать все. Вот, так что огромная всем благодарность от души. Также отдельная благодарность нашему зрителю Диме, который поддержал и нас очень сильно, привез инструмента нам смартбаевского, очень много всего. Того, чем мы постоянно пользуемся. Ну, Дмитрию огромное отдельно от души спасибо. Он также немножко даже помог семье брата. Ну, очень приятно. Так что Дмитрию огромный отдельный, огромный привет и огромное спасибо. Вот. Но все, давайте поменьше разглагольствовать. Начинаем работать. Прям сразу с утра, друзья, мы выезжаем. Везем раму. Только что заезжали мы к пескоструйному аппарату и сказали: привозите. Когда сделают, пока не сказали, но хотя бы возьмутся, это уже хорошо. Леш, как у тебя настроение? Настроение боевое. Отлично, это хорошо. Все, сейчас выгрузимся, завезем и будем продолжать заниматься грунтовкой, переваркой и другими всякими вопросами. Поехали. Все, друзья, мы выгрузили и выезжаем. Потом, как будем забирать, обязательно сниму, включусь. Погнали! В общем, гравитекс на внутренней части, все загрунтовано, капот, крылья. И будет вот так это выглядеть изнутри. Но почему бы нет? Правда, Леш? Мне кажется, красиво. Да. Пока Леша там занимается покрасочными работами, я здесь вырезаю латки. Это очень нудная работа, ответственная. Ну и такая, на любителя. В общем, если нет настроения, лучше не подходить. Вот, вырезал уже одну. Вот в таком виде она будет. Ну, примерно сейчас вот так. Одной рукой неудобно, но вот потихоньку восстанавливаю здесь пол. Металл 1,5. Надежный, крепкий металл. В принципе, как и заводской. Вот, так что сейчас попробую вот эту вварить, и потом будем дальше вот туда подниматься повыше. Там еще чуть посложнее, но мы справимся. После этого нужно будет еще нам вот восстановить аккумуляторный ящик. Здесь тоже отсек. Он, я смотрю, крепится на болтиках на 10, так что нужно будет кожух этот вынуть, сварить его, усилить и установить обратно. Ну и там вот тоже дырочка светится одна маленькая. Ее тоже нужно сделать. Приварил я первую латочку и сейчас буду вырезать вторую, примерять. Ну а Леша тут занимается очень интересным делом. Зачистили бак и рухнули в обморок. Вот, столько дырок, что просто ужас, не знаю. Пытаемся здесь его запаять, восстановить. Что с этого выйдет, пока не знаем, но искренне надеемся на успех. Бак из оцинковки, но это его не спасло, к сожалению. Так что вот такой он весь простреленный у нас. И здесь еще везде вот все выглядит печально. Но, думаю, через часика 3 все будет красиво. В принципе, как обычно. Ну что, народ, в общем, все готово. Доварили мы здесь пол. Все аккуратненько, швы зачистили, там тоже латку пришлось положить. Вот, все готово. Можно сказать, по переварочным работам почти закончено. Осталось вот эту дырку. Но это мелочи, это несложно. Вот здесь было тяжело эти все формы выварить. Это прям было реально тяжело. Вот, также снаружи здесь начинаем понемножку зачищать, готовиться. Очень сильно помято, все много вмятин.
Вот, но пытаемся. Ну и бак тоже сделали. Вот, так что сегодня целый день занимались этими вещами. Завтра продолжим. Будем заниматься уже кабиной, тоже вплотную. Процесс идет. Подготовка кабины, друзья. Зачищена. Здесь Леша положил латку идеально просто. Ничего не видно, никаких следов, даже отверстий. Кабина вся зачищена, замыта. Ну вот остатки еще. Сейчас хотим загрунтовать крышу. Она, конечно, в очень печальном состоянии, вся помята, но ничего не поделаешь. Выровнять ее невозможно, а шпаклю ложить на этот весь металл я, честно вам скажу, не хочу. Лучше пусть он будет чуть кривенький, но зато он будет чисто металл. Вот, ну, я не знаю, пишите, может быть это неправильно, но я считаю, пусть он будет лучше чуть кривенький, но зато без шпакли. Вот, осталось нам подготовить нижние вот эти вот детали, они у нас не очень согнуты тоже, но планируем сейчас обернуть кабину на заднюю часть сюда, на колесо вот это, и сделать днище на кабине, там тоже много работы, и заодно вот эти боковинки тоже подровняем, как говорится. Ну и вроде бы завтра будет готова уже рама у нас с пескостроя, ее тоже придется нам здесь готовить, красить и готовить так, чтобы не вылезла вся ржавчина и влага не попала. Вот. Уже совсем скоро придут запчасти на мотор, тоже нужно будет делать. Одним словом, работы много. Вот, эта вся работа такая достаточно, знаете, щепетильная, по чуть-чуть нужно подходить, не спеша к ней. Вот. Собственно, как мы и работаем. По чуть-чуть, пореготали немножко там и опять делаем. Да, Леша? Да. Ну, в общем, вот так. Здесь тоже все покрасим, будет аккуратно, красиво. Ну вот номер цвета я и в Телеграме спрашивал. Блин, конкретики нету, если честно. Там скидывали некоторые друзья там номер, но, блин, он нифига. Ну, то есть Пицунда там это не тот цвет. Еще кое-какие там скидывали, тоже не тот. В общем, такое, блин, я даже не знаю уже теперь, что нам делать и как. Но посмотрим. Но хотелось бы, конечно, вот этот оригинальный цвет, если честно. Очень хотелось бы. Но посмотрим, посмотрим. Стой. Как ложим, ну что? Вот так ложим, да и За стекло? Нет, наверх кабины. Регулируй там. Я держу. Регулируй. Ну, ложи, как ложится уже, Леш. Я не думаю, что... Ой, не там легла, да? Идем, давай ее сдвинем. Да, давай вперед. Ниже стекла лежит. Ну, это плохо. Да? Нет, давай вперед ее сдвинем. Вперед. Стекло можешь лопнуть. Ну, что делать? Ну, давай, сдвигай колесо, я держу кабину. Да? Ну тут посогнулось немножко, ну ладно. Я думал, что сварочные работы закончились, но потом залез еще раз в кабину и вспомнил, что у нас же, блин, аккумуляторный ящик, к сожалению, тоже не в очень хорошем состоянии, поэтому вырезана латка. Сейчас будем варить. Вот здесь тоже придется дополнительную латочку дать. Вот так вот. Вроде бы все должно получиться. Ну, красота. Да, Леш? Да. Все, сейчас припечем. И будет у нас ящик тоже готов. Вот так, друзья, рождаются легенды. Кажется, что это все просто взял, восстановил, но это тщательный труд, который требует очень много времени. Поэтому, прежде чем брать проекты, всегда подумайте 10 раз. Вырубай шарманку.
После зачистки сразу обрабатываем преобразователем ржавчины. Вот такая поверхность появляется. Очень классный преобразователь ржавчины нашли. Ну, во всяком случае, пока что работает классно. Леш, как ты думаешь? Ну ведь классный он. Ну, И стоит дешево, да. Сразу так работает. Но Схожий эффект с вюртом. Сейчас покажу вам. Вот такой. Не реклама, не подумайте. Пользуюсь. Штука неплохая. Кстати, кто-то из наших зрителей в телеграм-канале вот подсказал мне. Я заказал. Вещь неплохая. Стоит дешево. По сравнению с вюртом вообще там, ну, копейки стоит. Можете найти на Озоне. Вот. И работает. Что, Леша? Принеси сюда его. Слушаюсь и повинуюсь. Пожалуйста. Из всех специалистов по подбору краски замешать краску для нашего газона взялся только один специалист. Я. На заднем плане у нас второй помощник. Это Леша. И вот с ним вдвоем нам удалось добиться кое-чего, друзья. Вот такие цвета мы здесь берем, смешиваем хаки. Плюс голубая краска от Зила. Адриатика, по-моему, называется. И вот, наконец-то, вот здесь добавили черного. И мы вышли на нужный нам цвет. Вот. Чем это закончится, пока что не знаем. Но вроде бы шансы есть замешать хорошую краску. Поэтому будем мешать. Ну а что делать? Вот. Потом его повторить уже будет невозможно, я боюсь. Но, возможно, мы будем мешать по формуле. То есть будем добавлять сколько-то грамм там определенных. Как думаешь, весы у нас есть? Есть. Чтобы потом, если что, ну, скажем так, восстановить этот цвет. Но это очень стрёмная тема, потому что нам может не хватить краски. И что мы потом будем делать? В магазин поедем. Не. Ладно, в общем, друзья, вроде бы сможем мы подобрать краску. Заводской краски такой я, к сожалению, не нашел. Вот, нужной нам, поэтому, ну, замешаем. Все, продолжаем ремонт. Вы, возможно, заметили, что мы уже начали наносить гравитекс, но, к сожалению, он, блин, закончился. Так что поедем в магазин, тоже закупим краски, чтобы мешать, и гравитекса тоже в том числе. И сегодня у нас хорошая новость, начали пескоструить раму. Возможно, совсем скоро мы уже поедем за ней. Затащили раму в гараж, обдули песочек, чтобы была чистенькая, и сейчас замешиваем грунт и будем наносить на раму. Мы обработали антигравием нижнюю часть кабины, ну и наконец-таки загрунтовали раму. Просто прелесть. Завтра, наверное, скинем колеса и там внутри тоже прогрунтуемся. Ну и будем потихоньку пытаться сборку начинать. Еще нужно будет покрасить раму, потому что это не цвет рамы. Цвет будет, наверное, классический черный. Я не думаю, что стоит экспериментировать, хотя вот такая рама мне всегда больше симпатизирует. Почему? Потому что она веселее в таком цвете. Сейчас уже собираемся домой. Хочется сказать огромное спасибо человеку, который пескоструил, Игорь. Он отнесся вообще, просто сделано все идеально, можно сказать. Вот, так что стоило это недешево, но это, наверное, того стоит. Все, завтра увидимся.
Мы вчера загрунтовали, а сегодня сняли колеса и уже начинаем покраску. Рама будет черно-матовая. Решили мы не экспериментировать, а оставить классику все-таки. Это более правильное решение. Так что сейчас чуть-чуть Леша, чуть-чуть я, и мы общими усилиями покрасим, и рама будет готова. Ну, еще остаются колеса, их тоже нужно будет покрасить и зачистить внутреннюю часть, потому что она тоже не очень красивая. Рама уже докрашивается, сейчас самое время нам зачистить колесики. Одеваем маску, защиту, все как вы пишете в комментариях. Огромное всем спасибо. И, кстати, огромное всем спасибо за поддержку на Бусти. Если есть желание, проходите, подписывайтесь. Ребята, очки не отдел, офигеть. Думаю, что это такое? Ужас. Красим диски, чувствуется, что качественная краска, ну и профессиональный покрасчик сделают свое дело. Рама уже готова, осталось диски. Евро 5. Евро минус 5. Все завод, видишь, на шплинтиках. Все как надо. А вот тут наша дырка. Да? И вот тут. Тоже. Видишь, я наклонил мотор, и отсюда масло побежало. Слушай, а странно, блин, здесь еще плотненько, видишь? Странно. Так странность не в этом. Странность вот в чем. Идем сюда. Вот сюда забомбили, помнишь? А, ну да. Нету кусочка. Ого. О. Тише, тише, тише. Ломать, Нет, не такие строить. Да. Тут же Новый, он, смотри. Ну-ка, пробковый он или нет? Да, какой-то как пробка. Вот, Все, видишь? сейчас отмоем и будем ждать. Пока еще прокладок нету, но будем ждать. И все будет готово к сборке. Ну что, друзья, товарищи, наконец-то мы дождались того момента, когда
мы собираем уже нашего газона. Уже прикрутили подножку. Леша сейчас зажимает вторую. И процесс пошел. Что ты, Дима, шепчешь? Мы собираем. Мы собираем. Да. Мы собираем. Да. Юра и Дима, вот они собирают. Все собираем на мовильку, на новые все болтики, гаечки, так что будет красиво по-любому. Леша тут наводит красоту в поцарапанных гайках. Ну, а я же сейчас распаковываю небольшие запчасти, здесь пришли к нам для газона. Именно тормозной цилиндр и прокладки поддона. Вот, по поддону мы забыли купить гермет. Наверное, пока что его не сможем собирать, мотор. Но я еще посмотрю, если в запасе есть, то подкинем. Многие из вас пишут менять сальниковую набивку, но я, наверное, не буду этого делать все-таки, друзья мои, потому что... Почему? Потому что, ну, она выглядит хорошо. Вот. Но еще пока не знаю, может быть и поменять. Опять просто ее заказывать и ждать, блин, 7 дней. Сразу не заказали как-то. А сейчас почитал ваши сообщения, вы все кричите менять. Короче, дилемма. Поэтому, когда дилемма, лучше заняться чем-то другим. А именно, параллельно мы займемся кабиной. Тоже продолжим ее делать. Сейчас ее перевернем, нам нужно ее зачистить внутри. И, в принципе, можно будет красить. Вот, так что продолжаем работы. Ну, уже хотя бы радует то, что идет маленькая, минимальная сборка. Еще вы в комментариях просили рассказать историю этого газона. История такая, что газончик был приобретен моим братом. На нем они чуть-чуть там повозили какие-то грузы, совсем чуть-чуть. Вот. И он был изначально с завода фургон. Вот. Еще спрашивали резину посмотреть, какого года. Я посмотрел, резина стоит 86-го года у него. Но это не говорит ни о чем. Почему? Потому что когда машина стояла на хранении, а она явно стояла на хранении, то резину меняли вот, периодически. Поэтому тоже не показатель. Много кто спорит о пробеге. Я не собираюсь тоже утверждать. Но на спидометре у него 13 тысяч. И как бы вы видите, ни один болт нигде ничего не откручивалось. То есть все заводское. Кабину никто не снимал, ни коробку, ничего никто не снимал. Поэтому есть шансы, есть вероятность того, что это оригинальный его 13 тысяч пробег. Вот, поэтому мы можем об этом спорить, но спорь не спорь, от этого ничего не изменится. Вот. Так что такая была у него история. Его забрали, сделали ему кузовок, сняли кунг. И он чуть-чуть потрудился, и потом он очень много лет стоял. Вот. Ну, собственно, и до этого он явно тоже много лет стоял. Вот, так что такая вот у него история. Ну, восстановим, будет красавец. Однозначно. Решили мы все-таки поменять набивку, но не можем выкрутить стопор. Вот. Почему? Потому что упираются болтики вот в коленвал. Видите, вот здесь. И не выходят. Не выходят ни в какую. Поэтому сейчас будем снимать нижний бугель. И надеяться, что у нас получится все-таки снять вот эту крышку. Полумесяц. И сможем тогда отодвинуть набивку. Надо сначала снять низ, Леш. Потом мы сможем свободно. Вот, видишь? Все нормально, сейчас мы снимем. Там вывалился, и тут Так, сейчас может, и так крутнуть надо коленвал просто, да. Но мы не сможем крутнуть, потому что мы слишком много уже раскрутили. Мы потом наживить не сможем. Давай снимем этот, да и все. Ничего тут страшного нету. 2 болта. Вот, так что, друзья, такой сюрпризик. Чем дальше в лес, тем больше дров. Как обычно. Но ничего с этим не поделаешь. И, кстати, надо заборник тоже почистить на всякий случай, разобрать. Коль мы уже сюда залезли. Так. Ответственный момент. Болтик. Угу. Посыпались, да? Засранцы.
Заставили нас разбирать все. Огонь. Набивка, кстати, тоже здесь неплохая. Зря мы в нее ныряем, конечно. Я как чувствовал, что зря. Ну, так мы можем и не менять ее, правильно? Ты думаешь? Типа назад можно же поставить. Но если ставить тоже на герметик, наверное, вот тут вот. Эти стыки Вот эти. непонятные, да. Ну, я вообще с набивкой проблемы не вижу. Все сухенько, аккуратно. Мы перевернули кабину и производим зачистку, подготовку к покраске. Пока будем ждать запчасти, будем заниматься кабиной. А также остальными элементами, которые нам тоже предстоит еще собрать. Например, бампер валяется, там еще кое-что. Работы еще очень-очень много. Но она движется, и это самое главное. Начали зачищать пол, уже готовясь к покраске. И нашли еще пару отверстий. Так что профессиональный сварщик сейчас их устраняет, эти нюансы. Вот, продвигаемся. Медленно, но уверенно. Еще одна работа нам предстоит серьезная. Это восстановление вот этих вот чехлов фар. Потому что это оригинальная деталь газоновская. Их, наверное, не найти нигде. Вот, так что тоже будем заниматься сейчас. Зачистим, обработаем, покрасим. Ну, подготовим к покраске. Ну и полностью переварили уже всю кабину. Все нюансы, все моментики здесь убраны. Где-то подмазано этим цинкарем. Вот, и в принципе можно будет уже еще чуть-чуть тут немножко подчистим и наносить гравитекс. Ну вот, наконец-то настал момент, когда мы уже наносим гравитекс. Сейчас Леша забахает пол. Вот, совсем будет красиво. Покрытие будет схожее с заводским. Вот здесь заводское покрытие, видите, шершавое такое. И у нас будет такое же. Все делаем по заводу. Идем отсюда, Леш. Вот, ну и останется нам замыть внутренние панели. Вот эти вот. Крышу замыть. И будем красить. Так, друзья, мы уже здесь на финишном этапе. Обклеили кабину, чуть-чуть осталось внутри. И мы также накрыли раму, потому что не хотим, чтобы пылью покрылась. Крылья готовы, это все готово практически к покраске. Много еще мелочевок, наверняка, которые мы забудем покрасить. Но ничего страшного, если что, потом подкрасим. Краску мы замешали, а именно перемешали мурену, вот такой цвет.
277, банка Мурены и банка Мипы. И получилась краска, та, которая нам надо. Прям, ну, завод. Чуть зеленовата она, чем завод, мне кажется, но посмотрим, может быть и нет. Но краска очень мне нравится, очень классно. Начинаем красить, в принципе. Сейчас профессиональный покрасчик подготовится морально и будет начинать красить. Друзья, товарищи, ну, все готово. К сожалению, приходится выживать. Линул дождь, поплыла крыша на нашу свежую краску. Ну, вот так вот поставили. Она, в принципе, схватилась. Как бы должно бы быть все нормально, но на всякий случай поставили ведерко. Здесь тоже все залили. Все Леша залил просто идеально. Ну, посмотрите, можно бриться. Можно бриться, блин. Какая красота. Друзья, на сегодня это все. Огромное спасибо вам всем, кто досмотрел эту серию до конца. Огромное всем спасибо, что подписались на наш канал и поставили лайк. Не забывайте это делать, нас это поддерживает и мотивирует. Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. И увидимся в следующих сериях. Всем пока.